Вяжем тело, провязали 7 рядов, описание под видео, как вязать. Ну, в принципе, все как всегда. Вяжем 8 ряд. В 8 ряду мы ставим маркер, за которым мы будем следить, будем равнять. До 8 ряда равнять маркер не обязательно. В 8 ряду мы будем вязывать ножки. Провязываем 9 столбиков. 1. Провязали 9 столбиков. Берем любую ногу, без разницы, какая это нога будет. И вот так ее боком поворачиваем. И вот так будем вязывать. Чтобы понять, как примерно вязывать, чтобы нога не смотрела вот так в сторону, она должна смотреть все равно у нас вперед. И вот так тоже не должно быть. Мы берем, равняем по коленке. Вот так. Сдавливаем. У нас тут должно пройти 3 столбика. И смотрим, за какие столбики лучше ввязывать. Вот у меня тут как раз есть последний столбик в ноге, соединительный который. И вот перед ним. Вот за него я буду ввязывать. Это будет первый столбик по ноге и телу. Вводим крючок изнутри ноги наружу и захватываем тело. Вот так. И провязываем вместе. 1 столбик. 2. И 3. Всего у нас 3 столбика идет по ноге и телу. Теперь смотрим. Ножка смотрит вперед, все устраивает, так и оставляем. Если ногу начала косить влево или вправо, распускаем и смотрим. Или на 1 столбик вперед уходим, или на 1 столбик назад, смотря в какую сторону у вас поворачивается нога. Меня все устраивает. Вяжем дальше. Дальше мы будем вязать 2 столбика прибавка. Повторяем так 6 раз. Два столбика, прибавка, 2 столбика, прибавка. Ну, еще 4 раза так повторяем. Провязали 2 столбика, прибавка 6 раз. Берем 2 ногу. Так же самое ее равняем, как равняли первую. И смотрим, за какие столбики мы будем вязывать. Так. Так же самое, как с первой ногой, провязываем 3 столбика по ноге и телу вместе. 1 столбик, 2, и 3. Проверяем, ножки ровно смотрят или нет. Ну, меня все устраивает. Я таки оставлю.
Дальше только по телу до конца ряда вяжем 9 столбиков. Провязали. Теперь у нас 9 ряд. Не забываем про маркер. Провязываем 9 столбиков. Провязали 9 столбиков. И теперь только по ноге, не по телу, а только по ноге вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше только по телу вяжем 24 столбика. Дошли до второй ноги. И так же само, как с первой ногой, вяжем только по ноге 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Дальше до конца ряда вяжем по телу 9 столбиков. Провязали 9 ряд. В 9 ряду у нас получается 56 столбиков, потому что у нас в ногах как бы прибавились. А в 8 ряду у нас было 48 столбиков. Поэтому не теряйтесь, что больше или меньше столбиков. Вроде бы ничего не прибавляли, а столбики прибавились, потому что в ноге в начале мы 3 столбика провязали, и как бы и здесь только у нас были 6 прибавок. А в 9 ряду у нас еще прибавились столбики за счет ноги. Так, дальше с 10 по 12 ряд, всего 3 ряда, мы вяжем без изменений по 56 столбиков в ряду. Пока будем вязать эти 3 ряда, маркер не равняйте, пусть идет как идет. Потом его поравняем. Тут у нас нету ни убавок, ни прибавок, поэтому равнять маркер пока не обязательно. Провязали 3 ряда. И как видим, вот у нас, да, здесь маркер, он чуть-чуть сдвинулся. Вот так, если проложить ровно, он сдвинулся на 1 столбик. Поэтому перед тем, как вязать 17 ряд, ой, 12, мы 12 провязали, 13 ряд мы равняем маркер, просто не считая, провязываем 1 столбик. Все, провязали. Теперь у нас здесь будет начало ряда. Так, прокладываю маркер и провязываю 9 столбиков. Провязали 9 столбиков. Теперь на уровне ноги мы провязываем 3 убавки. 1,
вторая и третья. Вот так. У нас тут будет закругление идти над ножкой. 3 убавки провязали. Дальше вяжем 26 столбиков. Провязали 26 столбиков. И так же само делаем 3 убавки над ногой. 1 убавка, 2 и 3. До конца ряда вяжем 9 столбиков. Провязали 13 ряд. Теперь мы будем соединять каркас друг с другом. Примерно вот тут немножко загибаем его в центр. Так же самое с этой стороны. Загибаем и по центру сгибаем. Вот так. Можно скрутить между собой проволоку. Только при скручивании следим за тем, чтобы у нас деталь вот так не сжалась. Нам этого не надо, она должна быть в растопырку в такое. Все, закрутили, соединили, изолентой изолировали, чтобы у нас ничего не раскрутилось. Вот так. Ну все, продолжаем вязание. Так, дальше 14 и 16 ряд вяжем без изменений. 50 столбиков в ряду. Итого у нас получается, мы 3 ряда вяжем ровно. Провязали 3 ряда, вяжем 17 ряд. В 17 ряду здесь уже смотрим, равнять маркер или не равнять. У меня немножко его скосило, поэтому я его поравняю. Почти на столбик в сторону ушло. Опять же, этот столбик не считаем. Ставим маркер. Провязываем 13 столбиков. Провязали 13 столбиков. Дальше вяжем убавку. Убавка 2 столбика. И так повторяем 6 раз. Убавка 2 столбика. Убавка 2 столбика. Повторяем еще 4 раза. Провязали убавка 2 столбика 6 раз. Дальше вяжем 13 столбиков до конца ряда. Вот какое пузико вырисовывается. Закругление. Тут у нас получается убавки у нас идут по переду. И вяжем до конца ряда 13 столбиков. В ряду у нас получается 44 столбика. Дальше у нас идет 18 ряд. В 18 ряду мы провязываем
9 столбиков, убавка. Так повторяем 4 раза. В ряду у нас получается 40 столбиков. 19 ряд. Вяжем без изменений 40 столбиков в ряду. Вяжем 20 ряд. В 20 ряду провязываем 8 столбиков, убавка. Повторяем 4 раза. В ряду у нас получается 36 столбиков. Тут пришло время для набивки. Набиваем, пока удобно все. Набиваем так, чтобы наполнитель у нас попал под вот здесь внизу, под каркас. И здесь так же само. Со всех сторон набиваем и снизу, чтобы у нас проволока не прогнулась. Набили тельце. Вяжем 21 ряд. В 21 ряду провязываем 7 столбиков, убавка. Повторяем так 4 раза. В ряду у нас получается 32 столбика. Дальше вяжем 22 ряд. Провязываем 6 столбиков, убавка. Повторяем так 4 раза. В ряду у нас 28 столбиков. Дальше с 23 по 27 ряд вяжем без изменений по 28 столбиков в ряду. То у нас получается, мы вяжем 5 рядов без изменений. Равняем маркер, подготавливаем ручки, будем вязывать. Так, у нас 29 ряд. 28 ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Смотрим, чтобы более-менее у нас было ровно. Рука у нас должна быть над ногой. Так же самое, если отсюда считать 5, 1, 2, 3, 4, 5, то и с этой стороны тоже рука должна быть ровно над ногой. Провязали 5 столбиков, берем левую руку, левую, и ввязываем руку за 4 столбика. Смотрим так, чтобы удобнее, чтобы рука у нас вот так не торчала, да, а чтобы она была вот так к телу располагалась. 1, 2, 3, 4. Вот в этот соединительный столбик я начну ввязывать. Как всегда, вставляем крючок изнутри наружу и потом в тело. И провязываем первый столбик. Один. Два. Три. 4.
4. Увязали и смотрим, ровно рука располагается или нет. Если она вот так торчит, да, в сторону, значит немножко по-другому ввязываем на столбик позже. У меня она ровно. Я так ее и оставляю. Дальше только по телу провязываю 10 столбиков. И ввязываю кончик от руки, чтобы он нигде не вылез потом. 1, 2. Провязали 10 столбиков, ввязываем вторую руку. Так же самое, как первую. Примерно смотрим, за какой столбик начать ввязывать. Вводим крючок в руку изнутри наружу и вделаем. Провязываем столбик 1, 2, 3 и 4. Проверяем руку. Ну вот так. Все кажется ровно. И до конца ряда провязываем 5 столбиков. Так, в ряду у нас получается 28 столбиков. Вяжем 29 ряд. Провязываем 5 столбиков по телу. 1, 2, 3, 4, 5 и 4 столбика только по руке. Вот здесь, в обход каркаса. 1, 2, 3, 4. Дальше по телу вяжем 10 столбиков. И так же само, только по руке провязываем 4 столбика. Только по руке. 1, 2, 3, 4. И дальше вяжем только по телу 5 столбиков до конца ряда. В ряду у нас получается 28 столбиков. Теперь соединяем каркас. Руки делаю вместе. Так же самое, как ножки. Соединяли. Можно скрутить между собой, только смотрите, чтобы не стянулась деталька. И обмотать все изолентой. Вяжем 30 ряд. В 30 ряду провязываем 5 столбиков. Убавка. Повторяем 4 раза.
5 столбиков, убавка. В ряду получается 24 столбика. Дальше вяжем 31 ряд, провязываем 2 столбика, убавка, повторяем 6 раз, 2 столбика, убавка. В ряду у нас 18 столбиков, провязали, набили. Здесь маркер можно уже не равнять, это конец вязания. Вяжем 32 ряд, провязываем 1 столбик, убавка, повторяем так 6 раз, 1 столбик, убавка. В ряду у нас получится 12 столбиков. Дальше вяжем 33 и 34 ряд без изменений, 12 столбиков в ряду. Итого 2 ряда вяжем ровно. Вяжем 35 ряд, провязываем 2 столбика, убавка, повторяем так 3 раза, 2 столбика, убавка. В ряду у нас 9 столбиков получается. Дальше вяжем 36 и 30, с 36 по 38 ряд вяжем 9 столбиков. Получается, мы вяжем 3 ряда без изменений, по 9 столбиков в ряду. Провязали 3 ряда, делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем, обрезаем, оставляя длинный конец для пришивания. Ну вот такое тело у нас получилось. Маркер можно убрать, он нам больше не понадобится. Вот такой пузанчик у нас вырисовывается. Коричневой нитью вяжем хвостик. Набираю 2 воздушные петли, 1, 2, и во вторую петлю от крючка провязываю 5 столбиков без накида. 1, 2, вяжем второй ряд. Во втором ряду провязываем 4 столбика, прибавка, 1, 2, 3, 4, прибавка. У нас получается в ряду 6 столбиков. Третий ряд вяжем без изменений, провязываем 6 столбиков по кругу. Четвертый ряд провязываем 4 столбика, 1, 2, 3, 4,
прибавка. И заканчиваем ряд одним столбиком. Итого в ряду у нас получается 7 столбиков. Пятый ряд. Провязываем прибавку. Прибавка. 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И заканчиваем ряд прибавкой. В ряду у нас получается 9 столбиков. Шестой ряд вяжем без изменений. 9 столбиков в ряду. Седьмой ряд. Провязываем 2 столбика, прибавка. И так повторяем 3 раза. 2 столбика, прибавка. В ряду у нас должно получиться 12 столбиков. Восьмой ряд. Вяжем без изменений. 12 столбиков в ряду. Девятый ряд. Провязываем 3 столбика, прибавка. Повторяем так 3 раза. 3 столбика, прибавка. В ряду у нас получается 15 столбиков. Вяжем 10 ряд. Провязываем 4 столбика, прибавка. Повторяем так 3 раза. 4 столбика, прибавка. В ряду у нас получится 18 столбиков. 11 ряд. 11 ряд. Провязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, прибавка. Так повторяем 3 раза. В ряду у нас получится 21 столбик. 12 ряд. Провязываем 6 столбиков, прибавка. Но я провяжу 3 столбика, чтобы не было клиньев. 3 столбика, прибавка. Дальше я провяжу 2 раза по 6 столбиков, прибавка. 3, 4, 5, 6, прибавка. И еще один раз. 6 столбиков, прибавка. Прибавка. И заканчиваю ряд 3 столбиками. 1, 2, 3. В ряду у нас получается 24 столбика. Вяжем 13 ряд. 7 столбиков, прибавка. Повторяем так 3 раза. В ряду у нас получится 27 столбиков. 14 ряд. Провязываем 8 столбиков, прибавка. Повторяем 3 раза. Но я снова смещу прибавки. Провяжу в начале не 8, а 4 столбика. 4,
прибавка. Дальше 2 раза провяжу 8 столбиков прибавка и закончу ряд 4 столбиками. В ряду получится 30 петель. Вяжем 15 ряд, провязываем 9 столбиков прибавка, повторяем так 3 раза. В ряду у нас получится 33 столбика. Провязали 15 ряд, делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем и обрезаем, оставляя конец для пришивания. Затянули, маркер можно убрать. Вот такой хвостик у нас получается. Мы его будем пришивать. Набиваем хвостик. Я пока не очень сильно набила, потому что наполнитель не держится, вылазит. И находим место, куда будем пришивать хвостик. Ну вот он должен смотреть примерно вот так. Не сильно вниз. Более-менее так. Сейчас расскажу по рядам. Вот отсюда, от начала ряда 1, 2, 3, 4, 5. Вот между 5 и 6 начнем пришивать хвостик. И дальше выше здесь уже как получится. Просто не надо его вот так стягивать, да, кружочком. Пусть так и будет. Крепим на булавочке. И потом, когда мы пришьем больше половины хвостика, мы донабьем наполнителем его. И так можно немножко кончик хвостика поднять вверх, чтобы он вверх смотрел. Сейчас не очень смотрится, но когда пришьется, будет симпатичнее смотреться. Так, пришиваю я. Вот у нас идет ряд, вот эта косичка. Я пришиваю сразу за обе петельки этих косичек. Вот так. И их не будет видно. Будет казаться, как будто одно полотно. Не особо будет бросаться как бы этот шов в глаза. Ну вот и все. Так как-то примеряем. Между 5 и 6 начинаем пришивать. Ну вот, хвостик почти пришит. Да, конечно, видно, что он отдельно связан, но шов более-менее такой аккуратный. И вот я донабиваю хвостик. Особо в камень не набиваю, но так, чтобы он форму держал. Ну вот и все, хвостик пришит. Белой ниточкой вяжем накладку на пузико. Будем вязать поворотными рядами с петлями подъема в каждом конце ряда. Так, набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Со второй петли от крючка провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4,
Я конец нити проложу сюда. Сейчас его запрячу. 5. Делаем петлю подъема, поворачиваем и вяжем так еще 2 ряда. Сюда 5 столбиков и поворачиваем, петля подъема и обратно 5 столбиков. Всего у нас получится 3 ряда. Это первый ряд, второй и третий. По 5 столбиков в ряду. Вяжем 4 ряд. Петлю подъема делаем, поворачиваем, провязываем прибавку в первую петельку, прибавка, 3 столбика, 1, 2, 3 и прибавка в конце ряда. Петля подъема, поворот. 5 ряд вяжем без изменений, 7 столбиков в ряду. В конце ряда петля подъема, поворот, 6 ряд. Провязываем прибавку, прибавка, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 и в конце ряда провязываем прибавку. В ряду у нас получается 9 столбиков. Делаем петлю подъема, поворот, 7 ряд вяжем без изменений, 9 столбиков в ряду. 8 ряд, не забываем про петлю подъема, провязываем прибавку в первую петельку. Дальше вяжем 7 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и в конце ряда у нас прибавка. Делаем петлю подъема, 9 ряд вяжем без изменений, 11 столбиков в ряду. 10 ряд, петля подъема, в начале ряда делаем прибавку в первую петельку, дальше вяжем 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и в конце ряда прибавку в последнюю петельку. Делаем петлю подъема, поворачиваем и дальше с 11 по 15 ряд вяжем без изменений 13 столбиков в ряду. 6 рядов вяжем ровно. Вяжем 16 ряд, петля подъема, поворот, провязываем убавку, убавка, 9 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В конце ряда также провязываем убавку. Петля подъема, поворот. В ряду у нас получается 11 столбиков. 17 ряд вяжем без изменений, 11 столбиков в ряду. 18 ряд, петля подъема, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка, 6 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5, 6, петля подъема, поворот.
19 ряд вяжем без изменений 10 столбиков в ряду. Вяжем 20 ряд, петля подъема, 3 столбика, 1, 2, 3, убавка, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5. В ряду у нас получается 9 столбиков, петля подъема, поворот. Дальше вяжем с 21 по 23 ряд без изменений 9 столбиков в ряду. Итого у нас получается 3 ряда мы вяжем ровно. Сделали петлю подъема, поворот, вяжем 24 ряд, провязываем убавку, 5 столбиков, 1, 2, 3, 4, 5 и убавка. В ряду у нас получается 7 столбиков. Дальше 25 ряд мы вяжем без изменений 7 столбиков в ряду. Воздушная петля подъема, поворот, вяжем 26 ряд, провязываем убавка, 3 столбика, 1, 2, 3, и в конце ряда еще одна убавка. У нас получается в ряду 5 столбиков. Теперь берем тело и примеряем. Пузико у меня идет вот от ряда, где мы ввязывали руки, так как бы поровнее прикладываем, и вот заканчивается, не доходя до хвостика. Можно еще довязать до хвостика и по хвостику, но как-то очень уж, как бы я сказала так, наляписто или как смотрится, мне не нравится, поэтому я сделала такую коротенькую накладочку, вот так, где-то сантиметр, не доходим до хвостика. Если у вас вдруг получилось покороче, можно провязать несколько рядов по 5 столбиков до нужной вам длины. Так, ниточку обрезаем, оставляя конец длины, чтобы нам хватило для пришивания. Ниточку закрепляем. Обвязывать края я не буду, потому что, как бы мы все равно будем пришивать, и каких-то неровностей видно не будет. Поэтому не вижу смысла. Не путаем, да, где потоньше это верх, где чуть-чуть потолще это низ. Ну вот такая накладочка у нас получилась. Фиксируем пузико к телу. Лучше это делать почаще прибавками, чтобы при пришивании сильно не сдвинулось в одну сторону вязание. Потому что, например, здесь можно вот так пришить. Эту сторону чуть-чуть подтянет и будет, кривовато. Поэтому равняем. Я по ручкам равняю, смотрю. Вот ручки, расстояние от рук, чтобы все более-менее было ровно. То же самое равняем по ногам. Я немножко, когда крепила на булавке, чуть-чуть подтянула. И у меня где-то на 1,5 ряда сдвинулось, еще ближе к хвостику.
Ну вот так пришиваем. Берем коричневую ниточку, цвет тела. Я взяла длинную иголочку для начала пока. Да и вообще, наверное, только я и буду пользоваться. Так, мы будем делать вот такие полосочки на животике. Через каждые 2 ряда. Ну, тут заметно, да, вот видите, ямка. А здесь будет проходить у нас вот так полосочка. Отрезаем длинную ниточку. На конце делаем узелочек. Ну и выбираем снизу или сверху, откуда вам удобнее начинать. Я начну сверху. Вставляю иголочку. И с этой стороны не в белое, а прям в коричневое вот вывожу. Узелочек у нас запрятался. Прокладываем ниточку. И с этой стороны так же само на уровне. Между 2 рядов вводим иголочку и выводим также ее на 2 ряда ниже. Вот так. Немножко подтянули, чтобы она у нас не оттопыривалась, а как бы туда в ямочку утопилась. И так продолжаем по всему животику. Вышивать полосочки. Подтянули. Снова. Тут местами наполнитель у меня вылазит, но я его потом спрячу. Поправляем, чтобы все у нас легло как надо. И вот так вышиваем по всему животику. Вот такая штучка у нас получается. Пусть немножко, да, оно наискосок, но и вязание так идет. Но этого ничего не заметно. Здесь особенно все спрятано. Можно было и здесь сделать полосочку, но я не стала. И так все хорошо получилось. Берем зеленую ниточку, вяжем листочки на хвостик. Так. Набираем 2 воздушные петли, 1, 2, и во вторую петельку от крючка провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. До конца его не довязываю, прокладываю ниточку, чтобы ее запрятать, и заканчиваем 3 столбик. Чуть-чуть подтянули. Делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание. В первом ряду у нас получается 3 столбика, вяжем 2 ряд. Провязываем 1 столбик, и ниточку я прокладываю, ввязываю. Прибавка. И в последнюю петельку 1 столбик. Ниточку снова наверх, воздушная петля. Во втором ряду у нас 4 столбика получается. Поворачиваем вязание, провязываем 4 столбика. В третьем ряду 1,
2, 3, 4. Воздушная петля, поворот. В четвертом ряду вяжем так же само 4 столбика. Пятый ряд. Провязываем 1 столбик, убавка, и 1 столбик. В ряду получается 3 столбика. Делаем воздушную петлю, поворачиваем, складываем детальку вот так пополам и протыкаем 2 половинки вот так крючком, провязываем 1 столбик. Такой листочек у нас получается. Ниточку закрепляем, обрезаем, оставляем кончик, чтобы легко было спрятать его. Маленький листочек готов. Дальше вяжем большой листочек. Так же само начинаем 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка провязываем 3 столбика. 1, 2, ниточку прокладываем, заканчиваем 3, воздушная петля, поворот, вяжем второй ряд, провязываем 1 столбик, прибавка, и еще 1 столбик в последнюю петельку. Воздушная петля, поворот. Во втором ряду у нас получается 4 столбика. Третий ряд, прибавка, два столбика, 1, 2, в последнюю петельку у нас идет прибавка. Воздушная петля, поворот. В третьем ряду у нас получается в ряду 6 столбиков. Четвертый ряд, провязываем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Воздушная петля, поворот. Пятый, шестой ряд вяжем так же, как четвертый. 6 столбиков в ряду поворотными рядами. Провязали. Теперь вяжем 7 ряд. Провязываем убавку. Я просто пропускаю одну петельку и вяжу сюда столбик. Вот такая у меня убавка получается. 2 столбика, 1, 2 и снова убавку. Так же само пропускаю одну петлю. В ряду у нас получается 4 столбика, воздушная петля, поворот. В 8 ряду вяжем 2 убавки.
Ну, здесь я их провяжу вот так. Одна убавка. Просто вытягиваю петельку. Во вторую петлю тоже вытягиваю петельку и провязываю такой столбик. 2 убавки. Воздушная петля, поворот. Детальку сложили. Так же само протыкаем насквозь 2 полотна. Провязываем столбик. Закрепляем. И оставляем ниточку для того, чтобы пришить наши листики. Вот такие листочки у нас с вами получаются. У маленького листочка я запрятала ниточку, чтобы она нам не мешалась. У большого осталась она, и вот иголочка. Соединяем вот так 2 листика вместе. Без разницы, как вы это сделаете, главное просто их закрепить друг к другу. Как вам будет удобно. Я просто вот так протыкаю несколько раз. Иголочка тяжело выходит, поэтому я всегда пользуюсь круглозубцами. С ними удобней. Но все еще зависит от вязки. Так же самое от ниточки. У меня нитка не очень скользкая, поэтому трудновато ее так. Ну вот. Все. Листики соединены. Берем наши тельца. Это у нас как бы лицевая часть. Это изнаночная часть. И смотрим, как вот так пришить. Чуть-чуть выше пришить. Это уже на ваше усмотрение. Я буду пришивать прямо вот за первый этот круг, где у нас 6 столбиков. Прямо вот так. Так. Конечно, не очень легкое задание такое. Так, ручки надо вверх убрать, мешаются. Так. Теперь здесь. Так, вот пришили, ниточку запрятали. И вот такой симпатичный хвостик у нас получается с листочками.